договорились, в той комнате, типа, вот смотри, голова висит посреди, вот эта голова, вот эта белая, с косыми глазами, ее ни в коем случае из виду не выпускай. Вот так вот, они вот, видите, вот эта вот голова, она монстра. А потом уперся уже куда-то в другой комнате. Ой, вы, если еще не спускайте виду с нее, да, спасибо. Вы на канале Кейтис Геймсис. Всем приветики, ребятки, вы на канале Кейтис. Сегодня с вами продолжаем смотреть удивительный цифровой цирк, третья часть, серия третья. Не буду это вырезать, не буду перезаписывать. Короче, тайна поместья Милденхоллов. Милденхоллов. Во, идеально. Смотри, выучу, зазубрю, а потом буду всем говорить Милденхоллы. А мне все такие, ты что, дура, что ли? А я такая, ну да, есть такое. Вот, короче говоря, перед началом хочу тебе напомнить, что я пока что только учусь снимать реакции, и я буду рада любой твоей поддержке в виде лайка, в виде комментария, особенно в виде лайка, потому что даже если у меня плохо получается, пожалуйста, ставь их, если я тебе нравлюсь, если тебе реакция понравилась, если тебе удивительный цифровой цирк понравился, поставь лайк. Это очень поможет продвижению моему каналу, продвижению моего канала. Вот, ну и, собственно, я только, как я уже сказала, начинаю в этом деле, ищу себя, понимаю, как это делать. Иногда получается, иногда не получается, и твоя поддержка очень сильно мне поможет. Вот. Мне надо взять, наверное, бумажку, где я буду записывать рекламу. Реклама! Ой, синенькая, ты чё? Ты дыхание задерживала? Я больше не смогу. Да все ты сможешь. Кислородное голодание нам не страшно, помнишь? Но все равно ощущается, будто я умру. Постарайся не думать об этом. Или стань жестче. Интересно, на что способно твое мультяшное тело. Эй, полегче. Эй, полегче, это ты. Ладно. Короче, знаешь что? Сходу остановлю и свою реакцию скажу. Я недавно смотрела фильм, называется «Один вдох», про женщину, которая россиянка, она научилась задерживать дыхание, она научилась, вернее, фридайвингу, там, в 40 с чем-то лет, она стала мировой рекордсменкой, она выигрывала соревнования, и она первая и единственная на данный момент женщина, которая проплыла голубую дыру, голубую бездну в Египте, которая находится. Ну, или возле Египта, где-то там. Ну, по-моему, в Египте она именно. Вот, она проплыла ее за 9 минут на одном вдохе, прикинь. То есть она задержала на 9 минут, хотя после 5 минут наступает кислородное голодание, и клетки мозга начинают отмирать. Но она смогла задержать на 9 минут, и ничего с ней не произошло, все как бы стало, ну, все было хорошо, слава богу, вот. То есть мозг нормально функционировал. А вот давай так, напиши в комментариях, насколько ты можешь задержать дыхание. Я, знаешь, где-то секунд на 30 максимум. Я даже на минуту не могу. Мы всегда, когда с друзьями игрались, пытались, у меня никогда это не получалось, вот. Я, короче, у меня легкие очень слабые. Создана для плавания и бега. Ну вот примерно Ладно, как она. мы дошли до синей стадии. Примерно как она. Вот уже Эй, сейчас я бы что-то все новенькое. закончила. Так, теперь красный, Оранжевый. желтый. Зеленый. О, смотрите, она становится синей. Она уже была синей. О, похоже, оттенки стали меняться быстрее. Почему я одна это делаю, а вы просто стоите? Я хотела задержать дыхание. Так смешно, Потому что с пошутили. каждым происходит что-то свое. Например, королер начинает светиться. Лапшичные волосы рогаты встают дыбом. Маска Гэнгл начинает крутиться, а зубл разгибается. Конечности выпрямляются. Иди. А с тобой что? Он отказывается нам показывать, ибо трусит. Пускай тайна будет тайной. А что вы, зрители, думаете об этом? Я... Хватит так делать. Почему все просто А, не стоят, я. когда вас ждет приключение? Не я. Сегодняшнее приключение — тайна поместья Милденхолла. Это что-то Всё страшное, верно. да? Этот Вау, большой жуткий страшно. особняк, по слухам, до краев наполнен паранормальной активностью. И теперь вы должны разгадать все его тайны и поймать всех гадких призраков, что сможете. И впервые за все время вам можно... Ёксель-моксель, я думала, интернет Я завис. думал, я сделал это приключение крутым и взрослым лично для нее. Я думала, интернет завис, думаю, все, что делать уже, короче, себя похоронила мысленно с этим видео. Что? NPC ведь в этот раз не обретут самосознание, да? Откуда мне знать, я что, босс? Ой, стоп, так и есть. Короче,
Всем идти во фрактальный шум, время переключаться! Подожди, а Зубл это опять которая, да? А О, почему она это нигде не место участвует? жестковато. Интересно, как далеко Кейн зайдет с пугалками? Надеюсь, это приключение не окажется очередным ужасным кошмаром. Мне не особо по душе ужасы, и я не очень-то хорошо переношу скримеры. Да ладно, это еще не страшно. Что, и пылесосов тоже боишься? Эй, будь с ней добр. Эти 2 дня дались ей нелегко. Как и всем нам. Верно, Гэнгл? Вы это слышите? Оказывается, мне написали, что это Гэнгл, она оказывается девочка. А я всегда думала, что мальчик. Я фантомик! И я буду вашим проводником! Почему они не возвращаются назад? Помнится, как у меня глаза впервые вылетели. Не понимаю, почему они не втягиваются. Со мной такого не было. Прежде чем продолжить приключение, вам нужно выбрать правильную дверь! Дверь слева — обычная дверь. Рейтинг вау для всех возрастов. Дверь справа — очень страшная дверь. Рейтинг А только для взрослых Зубл. Вам решать, куда... Джекс! Что? Разве не нужно поймать всех призраков? И какую дверь нам выбрать? А тебе все вставляют, Не посмотри. уверен. Кинем жребий. Не переживай, Гэнгл, я верну ее для тебя. А второй глаз, нормально, все хорошо. Так и Капздец. это страшная дверь. Зубл, выходи. А так нас еще обманули, подожди, а я думала, мне показалось, а нас реально обманули, точно он же кинул в левую дверь, я думаю, ну в левую дверь, ну там что нормально вроде было, я думала, он кинул что-то специально, что типа открылось как рот, получается, нас обманули, да? Была справа обычная, слева страшная, Говорить. специально, чтобы мы зашли в знаю. страшное. Что за... Ты что, всегда так умел? Зубл, и я просто хочу разобраться, почему ты продолжаешь пропускать все мои удивительные приключения. Ты ведь можешь ранить чувство пузырька. Чувство пузырька? Хватит о чувствах пузырька, что насчет твоих чувств? А у него с самого начала глаза были разной величины или нет? Я только сейчас это заметила. Я раньше только Что тебя радужку видела беспокоит, разную. Зубл? Я откажусь, пожалуй. Уморительно. Продолжай. Нет, в смысле, я ведь тебе уже говорила, в чем моя проблема. Просто ты всегда забываешь, ибо... Неважно. Мой разум — это полированный пчелиным воском кокос. Ничто не сбежит из этих пирожочков. Так что мне сделать, чтобы мои приключения стали более привлекательными для тебя? Видишь, об этом я и говорю. Ты только и думаешь, что о своих приключениях. Дело не в приключениях, скорее в... забудь. Ты наверняка даже не слушаешь. Зубл, глянь, я нарисовал клевую пчелку. Повезло, Зубл. Ой, подожди, все упало. Где это мы? Капздец. О, это... Что? А ну иди сюда. Прикинь, сидит там, что-то наворачивает. Ой, капздец, так кто? Страшный. Давай, иди сюда. Интересно, что это такое? Вот наглая собака, а? Чё не да сожрет? Милденхолл. Сколько себя помню, охота всегда была моим хобби. Хотя некоторые скажут, что это стало одержимостью. Существо, что вы видите перед собой, я выслеживал годами. Не то человек, не то зверь. Нечто нечестивое, нечто злое. Я взял на себя ответственность каждый А вот момент. мне всегда так интересно, да? Ну вот в фильмах-то понятно, в играх, в мультиках. А вот, ну, чисто теоретически. Я бы включила эту фигню и начала бы смотреть с краю к центру. И я бы с краю сказали, вот это то, что вы видите перед собой, нечто нечестивое. И ты стоишь, видишь совершенно не то, да, себя там или друга. И такой думаешь, ну что ж это такое-то? Типа, я не знаю, ну можно сказать, типа там посередине висит. Посередине вот целое, там, не знаю, рядом с ней ничего нет, еще как-то определить. Ну не прям перед тобой. Вдруг я буду смотреть куда-то вообще в другую сторону или упрусь уже в другую комнату к этому моменту. Бодрствование делать все, чтобы защитить свою Просто семью от возмущение. этого существа. Я надеялся, что когда наконец расправлюсь с ним, то избавлюсь от этого ужасного чувства, этого непрекращающегося страха. Я ошибался.
Вон, там она с краю висит. Знаешь, я начинаю думать... Может, мы попробуем найти путь наверх к остальным? Он просто начинает думать, да? И все. Ладно, круто, потрясно. Обожаю эти приключения. Мы можем поехать на этой штуке наверх. Я думаю, лифт не так должен открываться. Закрыто, конечно! Закрыто! Чудно, что закрыто! Мне кажется, комната немного была похожа на Little Nightmares. Нет, там также было во второй части лифт, вон там справа комнатуська, а вот тут как бы коридор и в комнату. И комод был. Вторник, 4 И лампа декабря. была. Хоть я и несколько раз попал существу в жизненно важные органы, а потом отрезал ему голову, чтобы повесить как трофей, мои проблемы только начались. Я отвернулся от тела вроде как всего на минуту, паучок. но когда я обернулся, тело пропало. Существо не умерло, и оно вернется забрать то, что я отнял у него. Если кто-то это слушает, то я прошу вас лишь об одном. Не Бегите. спускайте глаз с головы. Я вас предупредил. Вау, какое неподходящее место для предыстории. Нашла! Да, по факту, кстати. Ну, там надо было говорить, в той комнате, типа, вот смотри, голова висит посреди, вот эта голова, вот эта белая, с косыми глазами, ее ни в коем случае из виду не выпускай. Вот так вот, они вот, видите, вот эта вот голова, она монстра. А потом уперся уже куда-то и в другой комнате. Ой, вы, если что, не спускайте виду с нее, да, спасибо. А это весьма неподходящая тьма. Что это был ты? Нет. О, стоп, ты про то, коснулся ли я тебя? Да, это я. Это твоя рука? Это мой глаз! Да, но какой глаз? Я не думаю, что это... Хорош трогать мой глаз! О, да, прости. Что такое? Я только что вспомнил смешную шутку. Почему тогда закричал? Может, она была не такой уж и смешной? А может, мы куда-то пойдем? Нет? Думаю, нам стоит держаться друг за друга и медленно возвращаться в трофейную комнату. Я только за. Это как в этом Voices of the Void. Свет вырубился, фонарика нет. Иди на свет лампочки. К одной лампочке подошла. Что это было? Нашла дверь. Что-что? Заблокировала ее. Говорят, ищи следующую. Как ее Наверняка искать? Там просто темнота. магниты. Там, короче, темнота кромешная. И ты так смотришь, где искать? В какой вообще стороне? Куда идти? Там же еще все разбросано. Или лодка. Примерно как они, я и Не суть выглядела. важно. Думаю, стоит вести себя максимально тихо. Ладно, да, я согласна. Знаешь, ты бывает попадаешь в просак такими вещами. Стой! Здесь муха. Тебе не кажется, что ты слишком сильно шум... О, и правда муха. И попалась. Кажется, прихлопнул. Я рук не вижу. Ой. Ой, кобздец. Ёк-макарёк. Извини, можешь говорить погромче? Я тебя не расслышал. Муху бежи! Помни, возможно, об этом существе говорили в записях. Я думаю, да. Давай! А где тело-то его? Сказали же тело. Не оставлять голову без присмотра, тело придет за ним. А тут голова. Ой, зависла. Интересный факт. Мне почему-то писалось 9:49, хотя сейчас 9:45 минута. Почему мне писалась неправильная минута? На 4 минуты меньше, чем надо. Вот этого я не видела. Потрясно, дорогая. Ё-моё! А тело-то где? Это опять одна голова! Меня надурили! Точно. Тело Но где? к взлету, ведь это Мне лодка голову идет обещали. кверху. А? Это не кверху. Это совсем не кверху. Почему не идет вверх? Я ниже!
использую свои приключения, чтобы пытать гостей. Любые мучения, что я причинил, на 100% случайны, как и у любого военного преступника. Да об этом даже речи не шло. Мне абсолютно насрать на приключения. Тогда в чем твоя проблема, Зубл? Я стараюсь изо всех сил вспомнить, но ни ты, ни мой мозг не говорите мне! Во мне. Помнишь? Я сама себе не нравлюсь. Я ненавижу это тело, ненавижу все эти съемные части. Я просто пытаюсь найти, с чем мне комфортно. О, да, теперь я вспомнил, почему я не мог вспомнить, потому что эта проблема уже давно решена. Просто замени свои нежелательные зубл-части на подходящие. Я пыталась найти их с того дня, как попала сюда. Что ж, вернемся к приключениям. Забудь. Забыть? Просто забудь. Забыть что? Кейн, никому не нравятся твои приключения. Ха-ха, хорошая шутка, Зубл. Рогата слишком добрая, чтобы пожаловаться. Джекс просто любит доебать всех. Гэнгл слишком застенчивая. Королёр сумасшедший. А помни, выглядит травмированной после каждого приключения. Ах, Зубл, Зубл, Зубл. Создание приключений — мое искусство. Я лишь ради этого и существую. Только в этом я хорош. И по твоим словам можно подумать, что я плох в единственном, в чем я хорош, и это... Капздец, да? Значит... Ох, ёк-макарёк. Еще раз, Всё, кому да? устраиваем сеанс? Ах да, мы должны выяснить причину твоего поведения. Я покажу тебе чернильные пятна, и ты скажешь первое, что придет тебе на ум. Реклама была. Опять. Что? О боже, и где мы теперь? Не уверен. Похоже на какой-то погреб. Подожди, погреб тоже на что-то похож. На Всё какой-то стало ужастик. гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь в своей жизни, перепутав ее с существом. Это... Серьезно? Застрелить свою жену и потенциальных детей, потому что перепутал их с существом. Ужас-то какой. Иронично, не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. Не, по факту виноват ты Может, сам. заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Прошу, не оживай. Ладно, не буду. Подожди. Хорошо, все оказывается так просто, да? Похоже, у нас 2 патрона. Не будем тратить впустую. Спрячься за меня. То есть, получается, существо так и не пришло, и он здесь помер от того, что хотел жрать и пить, да? Ну у него что, дохренища бочек с вином, или он все вылокал? А, вот и тело, да? А чё ни один хрен порознь-то? Я же сказала, вот и тело. Ой, а вот голова, да. Королёр, кажется, у нас и с этой стороны проблема. Предоставь это мне. Я разберусь. Что-то мне подсказывает, что он косой капздец как. Да ладно, 2 раза попал, прикинь. Что ж, не так уж все и плохо. Как бы я сказал, если бы не знал, что существо на самом деле один из ангелов божьих.
И любого, кто навредит ему, утащат в холодную, адскую бездну, где обитает моя душа. Прошу меня простить, дорогой слушатель, но мне нужна живая оболочка, дабы выбраться из чертогов проклятых. И я смогу это сделать лишь с помощью ваших тел. Погодите. Капздец! Как он смог это записать? А вот так вот и смог. Надеюсь, вы готовы, ведь ваш следующий вдох там внизу станет последним, и ваши тела станут моими. Отпустите меня! Я ненавижу это дурацкое приключение! Подожди, они из приключений-то вообще вернуться смогут или нет? А этим нормально по фану! Сидят чаечек, пьют с призраком, с фантомом. Вкусный чай? Мне жаль, что ваш муж убил вас и все такое. Ну вы знаете этих мужчин. Всегда у них странные приоритеты. Мне ли не знать? А, это получается... Серьезно. То есть, получается, это та женщина, да, которую убил вон тот внизу, да, трупик? Надеюсь, мой муж не замучил ваших друзей до смерти своими нескончаемыми монологами. Он способен превратить 57-секундную историю в войну и мир. Я обязательно спрошу их при встрече. Еще раз спасибо за чай. Я отлично провела время. Право, не стоит. Приходите в любое время. Безусловно. Поздравляю, мои бронированные вафельные стаканчики! Вы выбрали путь пацифиста. Вы должны гордиться тем, какие вы хорошие люди. К сожалению, вам необходимо дождаться возвращения ваших товарищей, прежде чем я позволю вам уйти. И сколько же это займет? Капздец, прикинь, только начинаю что-то смешное говорить, и тут реклама. Да еще интересная, блин, реклама, я забыл, что хотела сказать. Капздец. Довольно нетипичное представление о Баде. Мы в прямом смысле сейчас в аду! В аду! Ну, разумеется, я в аду. Где еще я могу быть, как не в аду? Просто постарайся не нервничать. Уверен, Кейн добавил способ выбраться. Тут на самом-то деле, знаешь, так вот интересно все сделано, такая рисовка прикольная, такое вот действие прикольное, что мне иной раз, вот типа, когда надо выбрать дверь, когда сейчас, мне прям хочется самой это сделать, то есть мне хочется взять мышку, поставить палец на W и пойти играть, пойти выбирать, прям вот, прям реально прикольно сделано. Постой. Меня прям завлекает. Дай кое-что попробую. Глаз туда запульнуть? А как ты его вернешь? Эй, я вижу, там находится лестница. Возможно, это выход. Быть может, у нас получится, ведь наши тела при нас. Но мне не дают покоя эти записи. Я просто попробую быстро пройти. Стой, помни! Ой, капздец, ну все. Ты глаз там подай ему. А раньше ты не мог это сделать? Отстань от нее, чертова злая душа! Как твоя женушка, королёв? Ты в порядке? Нет. Полагаю, что живые существа привлекают души. Им нужен Подожди, а как он глаз получил? Он только ее схватил, глаз он не хватал. сосуд, чтобы сбежать. Черт. 7 лет обучения информатике ради этого. Почему? Это, наверное, чья-то судьба, да? Чья-то жизнь из тех, кто создавал сериал. Такой, типа, блин, 7 лет информатики, чтобы создавать королёра, который не может зайти к призракам или что-то типа того. День за днем я переживаю один Или чтобы кошмар говорить о за другим. призраках, которые вселяются Я в знала, что души, всё в тела. закончится. Он хочет, чтобы я лишь страдала. Я и правда в аду. Не говори так. Ты не... Ну, полагаю, технически мы... Забудь об этом. Как насчет того, чтобы немного отдохнуть, пока за нами никто не гонится?
Это моя вина, что мы оказались здесь, не так ли? Мне очень жаль. О, Почему ты вдруг стал вести себя по-другому? И правда, стал. Обычно у меня плохо с памятью. Будучи объятым тьмой, на меня нахлынывают воспоминания о былом. После того, как моя жена рассеялась, я не помню всю цепь событий, но в итоге мы оба оказались в крепости. То есть, получается, они вместе с женой, да, попали в этот мир? Об этом И раньше там не была говорили. тьма. Ну, вроде как. Видимо, тьма ее немного успокоила. Острые зазубренные края разгладились. Она больше не казалась разъяренной. Хоть она и не была собой, но все же успокоилась, дабы позволить мне в последний раз прикоснуться к ней перед тем, как ее отправят в подвал. Я всегда возвращаюсь в тот момент, когда оказываюсь во тьме. У тебя была О. жена? В смысле, здесь, в цирке? Жаль Да. его. Она была веселая, изобретательная, очень любила энтомологию. Я терпеть не мог насекомых, но благодаря ей я полюбил их. Это не самое приятное воспоминание, но единственное, которое я могу контролировать. О, Я понимаю, как себя чувствуют в этом цирке. Иногда все кажется бессмысленным. Да. Но это не так. Если с тобой люди, что заботятся о тебе, хорошие воспоминания способны на многое. Не отпускай их. И дорожи теми, кто рядом. Никогда не знаешь, когда их не станет. Худшее, что ты можешь сделать в этом мире, это заставить кого-то думать, что он никому не нужен и не любим. Я рада, что ты тут со мной. какая милота, какие слова. Знаешь, я все думал о той последней записи. Он сказал, ваш следующий вдох там внизу станет последним. Может, мы сможем пройти, если не будем дышать? Я не особо хорошо задерживаю дыхание. Точно. Давай постараемся не думать об этом. Если мы выберемся и вернемся в цирк, ты ведь снова станешь психом. И ты не вспомнишь все это. Не так ли? Не волнуйся за меня. Пока ты помнишь, все будет в порядке. А почему он Ты станет очень психом? сильная, помни. Почему он там И я становится знаю, психом, а что тут ты нормальный? справишься. Просто держись за меня. Мы пройдем через это вместе. О, Ты готова? как это мило. Вот такие слова иногда нужны людям, надо уметь их произносить в нужный момент, чтобы помочь человеку. Как красиво! Ой, а вы не можете бежать при этом, а не идти? Он светится? А, все, вдохнули, да? Помни, королер! Вы в порядке, ребята? Вам было страшно? Я вообще в порядке. Что тут произошло? Не переживай об этом. Помни была очень храброй. По крайней мере, я так думаю. Типа того. Эй, А рогатая. почему он такой странный Да? здесь? Я только хотела сказать... Спасибо. Не, типа, он же умный, мудрый, классный персонаж, человек, фигурка шахматная. Почему он, типа, в обычном мире в цирке, он такой, а тут он прям такой, прям все рассказал, прям так обстил. Или он, типа, лучший, короче, умный человек умеет прикинуться тупым, да, в нужный момент? Типа такого он? Что всегда переживаешь за меня. И пройдя через многое, я поняла... Я была недостаточно благодарной за это. Оу, спасибо, помни. Я хочу убедиться, что ты в порядке, ведь ты нам не безразлична.
Вы не забыли Дай мне тортик, и я буду точно в порядке. мою маску комедии? А где она? И теперь я... Так он ее кинул. И мы должны были ее взять. А теперь смотри-ка, у этого уже, да, свой психологический часок? Психологический этот прием, психоприем. Начинаю задумываться, а У был ли психотерапевта. вообще Дикий Запад, настоящим направлением? Ёлки-палки, кажется, все завершили приключения и возвращаются домой! Быстро! Притворись, что сеанса психотерапии не было! Ладно. С возвращением, мои мяукающие доярки! Не называй нас так больше. А почему мяукающие доярки? Ну и каково это застрять с Шизиком? Это было не так уж и плохо, по правде. Она влюбилась в него, да? Ты глянь на ее глаза, реально влюбилась, влюбленный. И румянец такой. Как говорится, человек влюбляется Озвучено именно... Ember Production по заказу Bleach в 2024 году. Как говорится, человек влюбляется именно в того человека, который... Не именно в того, вернее, как неправильно сказано это так будет. Человек может влюбиться с легкостью в того человека, которого поддержит в трудную минуту. То есть, если ты, короче, хочешь, чтобы в тебя влюбился какой-то человек, да, определенный, ты вот, короче, за ним ходи по пятам везде, когда с ним будет у него что-то будет хреновасенько вообще все конкретно, ты подойди, его поддержи и скажи: да, братан, я с тобой. И вот так вот ему, короче, в дичь вотри вообще, поддержи дичь вотри. Скажи всякую фигню, поддержи подбодрящую, и все, и он твой, и он в тебя влюбится, все. Правда, не факт, что это будет навсегда, не факт, что это будет... влюбится хотя бы на сколько-нибудь, может навсегда, может не навсегда. Вот, короче говоря, я старалась снимать эту реакцию, это видео, поэтому, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал и напиши комментарий. Вот, как всегда, мне очень приятно, и это очень ценно для меня, и это очень помогает мне в продвижении моего канала. Вот. Ну а на сегодня мы заканчиваем. И также не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, реакции, видео и стримы. Всем до встречи в новых игрушечках. Всем пока-пока. В новых игрушечках. В других видео по игрушечкам. И на стримах. И в других видео по реакциям. Ну, короче, всем пока-пока.